Ребята, доброе утро! У нас сегодня орхидейный влог. Уходовые процедуры. Вот видите, уже тут секатор лежит. Одну орхидею даже успешно перевалили мы с Жориком. Почему Жориком? Потому что Жорик группа поддержки. Да, группа поддержки. Перевалили мы с Жориком из 12-го горшочка вот в такой горшочек. Прям со всем содержимым, потому что я заметила, что слишком пересыхал и побоялась, что начнет бросаться бутонами. Я знаю, девочки, вам очень нравится этот биглипчик зебра. Это такой мини-биглип. Такой прикольный-прикольный. Слушайте, ну я тут решила показать вам своего красавца Одориона. Я сейчас возле него стою, девочки, меня просто сносит от его аромата. Невероятная орхидея Phalaenopsis. Просто невероятная. Стоит на стеллаже, это я разобрала одну полочку для полива, стоит на стеллаже, и аромат стоит от этой полочки на все помещение. В этом сезоне у него 2 цветоноса, посажен он в смесь мха, коры, в такой вот горшочек бусинка. Я налила водички, вот так прям, вижу, что скапывает. Нужно ему тоже организовать вот такое вот блюдечко. Я крышечки от сметаны использую для того, чтобы водичка, которая просочилась отсюда, не на полку попадала, а в крышечку. В общем, надо подумать над этим. Не забыть крышечку, приобрести сметанку и крышечку приспособить. Слушайте, ну, вероятно, у вас есть разные парфюмерные фабрики, но если у вас нет Одориона, обязательно прикупите, девочки. Обязательно. Это такая пахучка, такая ароматная штучка. Прям вообще нежный, очень красивый гибридик с такими среднего размера цветочками. Ну прям не устаю вам его показывать. И я очень надеялась, что здесь будет ответвление, но не случилось. Оно как бы наклюнулось, но не развилось. Вообще люблю этого пятнастика, красавца. Так, здесь у меня, девочки, горизонт. Он все наращивает и наращивает цветочки. Он, в отличие от Одориона, не ароматный, но симпатичный, такой яркий цветогоризонт. Летом был очень тусклый. И меня спрашивали, девочки, вы в комментариях за какой-то из фаленопсисов, я не помню, какой именно. Так, что-то тут цветоносы закрутились. Ага, вот здесь еще на краешке 2 бутона. Видите? Вот здесь поскидывал, девчонки. Поскидывал цветочки из-за того, что проблема с освещением, недостаточно освещения. Поскидывал. Меня спрашивали, почему присылали даже девочки мне фото, кто-то из вас присылал орхидеи, которая якобы была при покупке прям чуть ли не полностью белесая такая, вообще белая. И вдруг в домашнем цветении она видоизменилась и превратилась вот такого плана орхидею. Кстати, тоже девчонки скидывает. Да, адаптация идет у красавца биглипа Untold Story, нерассказанная история. Кстати, девчонки, наверное, пора его уже полить. Хотя нет, смотрите, как видно, что еще нижняя часть грунта влажная, и горшочек тоже еще тяжеленький. Видите, вот эти корни в таком состоянии, хотя, казалось бы, они уже посеребрились, но еще можно пару дней не поливать, пускай хорошенько просохнет. В общем, красавчик. В общем-то, вот такое бывает, когда высокие температуры, и мой горизонт тому подтверждение в летнем цветении был просто, знаете, слегка розовый, невыразительный. А сейчас вот в температуре 21-22 в таком режиме он такой прям красавец. Мне очень он нравится. Так,
Хочу показать вам еще одну розовую орхидейку. Вот. Но я ее считаю розовой, но она, в принципе, у нее оттенки розового. Это красавица на 4 в этом сезоне бутончика. Wedding dress. Свадебное платье. Слушайте, ну интересный у нее такой пигмент получился. Гляньте. Такие персиковые переливы. Последний цветочек, он более выразительный. Ну, как всегда бывает, потом наберет цвет и станет вот такой вот нежностью. Да? Красота. И сейчас покажу вам еще одну розовую красавицу с переливами. Они прям друг друга дополняют. Девочки, смотрите. Ну, не сказать, что они прям похожи. Они разные, но тоже вау, красота. Да? Это розетта. Правильно я говорю? Да. Фаленопсис розетта. Смотрите, какой у него бордовый с обратной стороны лист. Долго у меня адаптировалась. Вот с прошлого сезона начала цветение. Я все ждала. Она была куплена, по-моему, в размере 1,7. И вот, наконец-то, подросла. Я ее в бусинку пересадила. Вижу, она, в принципе, не против попить уже. Хотя, в принципе, еще не критично. Но так как я уже достала со стеллажа, немножечко предложу ей водички. Кто любит розетту? Смотрите, как они смотрятся с wedding dress. Ну вот, девочки, кто вам больше нравится из них? Надо 2, правда? Надо, чтобы было 2. У меня там где-то еще одна красавица розовая открывается. Сейчас я вам ее тоже принесу, покажу. Она, конечно, имеет тоже вот такие вот переливы. Боже, девочки, я, по-моему, ее не подписала. Мне кажется, что вы мне писали название, но я, как всегда, не подписала. А может, и подписала. Сейчас посмотрим 3-ю красавицу. Девочки, я ее не подписала. Я единственное, что прям точно помню, как я ее увидела в садовом центре Эпицентра. Посмотрите. Ну да, она отличается, конечно, от этих 2 девушек. У нее больше такого желтенького, да? Слушайте, ну я точно помню, что в комментариях, девчонки, вы мне писали название этого гибрида. Если вам не сложно и вы помните это название, обязательно напишите. Я уже в этот раз точно подпишу. Немножко было трудно с ней во время адаптации. О, сейчас смотрю, у нее новый листик растет. Красота. Трудно было во время адаптации, но я ее пересадила вот в такую закрытую систему, как я люблю. Даже ей волокна сюда подпихнула. Крупные кусочки коры. Немножко мха. И вот корешки идут. Недавно поливалась. Брызгала весь стеллаж в той локации от клеща. Еще немножко осталось на листиках. Остались следы. У нее цветочек покрупнее, чем wedding dress. Да, девчонки, гляньте. Вот так вот, когда по отдельности кажется, что они, ну, как бы сильно схожи. А на самом деле вот так смотришь, когда настолько разные. Слушайте, ну я рада, что у меня есть эти 3 красавицы. Невероятные. Я вот сейчас вспоминаю, что-то она мне прям так запала в душу. Я приехала на завоз в Эпицентр, это было несколько лет назад, и стояла еще не разобранная такая тачечка с орхидеями, которые уже как бы цены на них наклеили, но еще не расставили по местам. И смотрю, стоит эта красавица. Конечно, не на 2 цветочка она была более пышная. И среди всех она меня просто
Вот просто вот мой взгляд упал на нее, и я думаю, все, это такая нежность, такая красота. Так мне захотелось вот такой вот оттенок, да? Такая вот лимонная. В этот раз на 2 только бутончика. А летом у нее цветение было на большее количество цветочков. Так, девочки, какая вам из этих 3 нравится? Напишите: розетта, wedding dress или вот это пока без имяшка. Но я уверена, что у нее есть название. Я вот сейчас смотрю на них и не могу выделить какую-то, вот что вот прям вот какая-то из них мне прям вот больше всего нравится. Каждая из них очень интересная. Из-за того, что здесь прям намешано разных оттенков. Даже не знаю, здесь такой красивый именно, знаете, язычок, губка красивая. Здесь попроще, но разводы такие на петалиях и сепалиях интересные, да? Ну, а Дори он берет своей листвой, конечно же, и своим ароматом. Здесь вот это вообще невероятная красота из-за цвета заката. Да? Прикольно. Или восхода, кто как хочет. Очень красивые. Я рада, что они у меня есть, что они адаптировались. И вы знаете, с каждой из них, вот особенно вот с Wedding Dress тоже были проблемы. Она у меня пошла в закрытую систему. И вот, видите, стоит на подставочке, потому что горшочек треснул. Лимошка! Лимошка шлет вам привет. Горшочек треснул и протекает. Но здесь, смотрите, какое-то растение выросло, какая-то часть корней схлопнулась, какая-то часть корней новая. Ну, нормально, цветет и радует. Дело в том, что я долго тоже не могла понять, что она хочет. Именно в открытой системе я пробовала содержать. У меня не получилось, корни начали пересыхать, это было проблематично, без конца ее поливать, заливать. Ну, я виновата в том, что я, возможно, дольше надо было помучиться, девочки, позамачивать каждый день, потом через день, и пошли бы новые корни в открытой системе, которые уже были бы приспособлены. Но я не стала ждать, и вот решила дать ей вот такую систему, и вроде ничего. И я заметила, что Wedding Dress у меня в этой системе не нуждается в частом поливе. То есть вот пока вот полностью не станет легенький горшочек, вот сейчас даже если вы видите такие серые корни, я поливать не буду, потому что вижу, что там влажный субстрат. Полив сегодня для нее может оказаться губительным. Эту красоту, розетту, я тоже долго адаптировала в 12 горшочке. Ей понравился вот этот горшочек с подстегным дном. И она сразу начала хорошо себя чувствовать. То есть надо, видите, каждой орхидеи... Ты слушаешь лекцию? Да? Молодец, сейчас пойдем гулять. Нужно к каждой орхидее свой подход и прям чувствовать каждую из них. Понимаете? Вот нельзя вот прям одинаково всех засадить в один вид субстрата, в один вид горшочков. И думать, что они будут одинаково расти и развиваться. Так что да. Вот сейчас перевалила в бусинку. Надеюсь, что вот этому биглипчику понравится. Девочки, и тут еще напоследок вам покажу. Стоит в темноте, вот тут вот без освещения, но цветет и открывает бутоны невгамонна панда. Куривка. В общем, панда. И смотрите, у нее только цветоносу свет от окна немножко. Листья вообще такие темные, потому что мало освещения. Я ее достала с нижней полки стеллажа, потому что я решила, что мы должны видеть эту красоту. И когда аквариум светится, когда есть электричество, то цветонос идет сюда, в направлении к свету от аквариума. Представляете?
И она с удовольствием открывает бутоны, ничего не отсушивает, хотя вижу на краешке, вот мне кажется, да. Вот это вот, да, этот бутончик не сформировался, видно, уже не тянет. Но очень такая классная, она у меня из точки роста, видите? И это детка. Красота. Я что-то решила ее пристроить, была у меня такая мысль. И мне позвонили, предложили свою символическую цену, а я думаю, не, она мне нравится. И я решила ее оставить. У нее неповторимые эти пятнышки, а на каждом цветочке своя вариация, видите? А губка у нее такая интересная, яркая, с желтым, классная. Она, конечно, очень долго держит цветочки, но потом со временем они становятся блеклые, выгорают. Когда распускается цветочек, он более желтенький, такой лимонный, а потом все. Вот такая вот коровка. В общем, девочки, показала вам часть своих красоток. Это только часть. Здесь у меня на окошке тоже. Кстати, смотрите, красавец какой. В этом году он просто крупноцвет. Посмотрите. Потому что 4 бутона. Да? Такой бархатный, замечательный. Просто вау. Богатый. На него смотришь и балдеешь. Вот новый цветочек, когда распускается, он такой золотом отливает. Красавчик. Так что вот так, девочки. Цветем, открываем новые бутоны. Вот здесь еще один. Сезама скоро вам покажу. Я загнула цветонос. У этого, кстати, я тоже цветонос загнула, видите? Вот так вот сформировала, типа на каскад. Сейчас уже убрала эту палочку, вот он так и остался. Удобно, так бы он сюда куда-то торчал, а так вот он здесь так красивенько свисает. Вообще красавчик. Golden Leo он называется. Этот. Ой. Ну, просто, знаете, какой-то богатый гибрид. И знаете, что у него очень плотный листочек, как будто прорезиненный. Вау! И здесь у меня выгнутый цветонос к низу. Это мой сезам. Девочки, жду, пока откроют все бутоны, полюбуемся. Вот эта красота. На ответвлениях все же она пилориков, тюльпанчиков, как и при покупке, сформировала. А вот новый цветонос, который пошел с противоположной стороны, а или где он, девочки? Ну, стойте. Нет, с той же стороны, только выше пазуха. И на этом цветоносе есть стандарты. И вот такие вот полупилоры. Представляете? Вот так вот. Я, честно говоря, думала, что это противоположная пазуха. Нет, это с этой же стороны, ну, через пазуху. Видите, что творится? Называется «Любите меня» в разном исполнении. Вот здесь так и здесь так. Ну, а в целом это выглядит вот так. Ой, и здесь мой тигренок, я его называю. Это когда-то я хотела купить Motion, а перепутала, и оказалось, что это не Motion по итогу. Но все равно красавчик. Долго адаптировался, но в закрытой системе неплохо пошел. Все-таки, девочки, в моих условиях закрытая система вообще оправдывает ожидания. Что такое, Жорочка? Жорка говорит, уже закругляйтесь, девчонки, со своими цветочками. Я уже хочу гулять. Все, девочки, всех обнимаю. Всем мира и добра.
Смотрите, Роттердамчик тут такой красавчик, да? Всем мирного неба, всем хорошего настроения, всем здоровых, пышно цветущих орхидей. Пусть они вам дарят только хорошие, позитивные моменты, и пусть ваше настроение улучшается. Ну и Биг Бенчик вам в ленту. Яркий, ягодный красавчик. О, вверх ногами. Пока-пока.